Ну что же, друзья, вышло новое крупное обновление для ограниченного теста CS2, которое весит почти 5 гигабайт и добавляет нам новые две карты. Это ремейк Оверпаса и карта Vertigo. И в данном ролике мы на них взглянем. И заденем, конечно же, новые утечки будущих обновлений. Но перед этим глянем на спонсора. Не знаешь, где продать скины за реальные деньги? Предлагаю вашему вниманию catskins.ru. Моментальные выплаты, без скрытых комиссий, плюс партнерская программа. Все, что вам нужно, это залогиниться на сайте, ввести свою трейд-ссылку и продать свои предметы, указав любой из способов оплаты. Ссылочка будет в описании. Итак, предлагаю начать, конечно же, с новеньких карт, потом пройдемся по функциям и завершим все это дело новыми утечками. Перед нами две новенькие карты. Это Overpass и Vertigo. И если же Vertigo была перенесена без особых изменений, то карту Overpass нехило так переделали. И выглядит это, конечно же, бомбезно, учитывая новое освещение самого движка. На данной карте появляется очень много тактических решений. Ну а лично я ждал эту карту лишь для того, чтобы наконец-таки посмотреть на воду, которая реализована именно на Source 2. Выглядит она, конечно же, офигенно бомбезно, и в принципе я именно такую механику и ожидал. Тем более, что энтузиасты еще в начале апреля могли поставить на карту воду и протестировать ее в игре. И я был в их числе. Ну а по итогу мы имеем еще один способ обнаружения врага. Помимо того, что она красиво реагирует на передвижение игрока и пули, теперь по этим вибрациям можно легко обнаружить противника. Стоит ему зайти немного за угол, вибрация воды все равно его спалит. И вы только представьте, когда CS2 выйдет в общий релиз. Это будет что-то невероятное, ведь благодаря таким приколам мы имеем действительно кучу возможностей по обнаружению врага, будь то тени, отсвечивающие от автоматов, или же, как уже говорил, рябь воды. Ну а карта же Vertigo, как и говорил, особых изменений не получила, просто теперь выглядит чуть-чуть круче на новом движке. Единственное, что я успел заметить, так это отсутствие изображения у телевизора на Терриспе и отсутствие вертолета, летающего в небе. Но я, кстати, могу ошибаться, возможно, его убрали еще и в CSGO. Как вы могли понять, карта Vertigo не моя любимая карта. Также в данном обновлении наконец нам завезли режим напарников. К сожалению, в него можно сыграть только на карте Overpass. В принципе, режим не претерпел никаких изменений. Единственное, что хочется выделить, это то, что теперь карта закрывается не прозрачными текстурами, а полноценными стенами. И я считаю, так намного лучше выглядит. Кстати, вместе с картами нам завезли и новенький фон для меню. Разумеется, это карта Overpass. И я вам скажу, что это самый скучный фон для меню, который сейчас есть в игре, так как камера на нем особо не меняет положение, и вы тупо наблюдаете одну и ту же картинку. При осмотре музыкального набора, при осмотре персонажей и так далее, камера как будто остается на месте. Хотя в прошлом ролике я показывал все возможности и прелести новых задников для CS2, и с Overpass'ом они решили так налажать. Кстати, кто не смотрел ролик, обязательно гляньте, там вы сможете скачать задник в стиле Portal 2. Ну и, конечно же, в данном обновлении не обошлось и без фиксов. Особо по ним проходиться не будем, отмечу лишь то, что баг на все предметы до сих пор работает в игре. Кто не в курсе, опять же гляньте мой ролик. Ну а еще в обновлении добавили общую сборку настройки графики. И, разумеется, CS2 теперь сама определяет при запуске, какую настройку графики вам поставить. А еще в настройках добавили пункт для задержки вторичного огня. Фишка в том, что я не совсем понял, как она работает. Но если ее выключить и зажать правую клавишу мыши, то она спокойно включит прицел и останется на нем. Ну а если ее включить, то при зажатии она будет постоянно повторять функцию прицела. Ну а мы переходим наконец-таки к скрытым утечкам и файлам. Ну и как обычно при крупных обновлениях разработчики за всем уследить не успевают. Тем самым в сборку игры попали модели и материалы портированных карт, которые еще не прошли обработку. Это карта Assault, Dizzy, Militia и остальные. Особого в этом ничего нет, просто, видимо, разработчики портируют в данный момент эти карты. Но более интересная находка в файлах игры, так это 3 модельки из будущего ремейка Inferno. Это 3 картины, и судя по текстурам, их будет на самом деле чуть больше. Следующая же находка — это новые упоминания глаз в игре. Если вы смотрели мой прошлый ролик, я рассказывал, что разработчики создают
добавляют новый классный шейдер глаз, который будет отслеживать ваше движение. По ходу мои предположения начинают сбываться, так помимо этого они еще хотят добавить моргание глаз. И это будет, ребята, просто бомбезно. Кстати, модельку глаза, которую разработчики использовали для фикса этого шейдера, удалили с этим обновлением. Ну а также в файлах игры начали появляться упоминания новых агентов, которые добавят в игру. Ну как новых, просто многим фракциям нужен ремейк. Поэтому на релизе бета-теста мы не получили дефолтных агентов, профессионалов и, к примеру, IDF. И разработчики, по ходу дела, учитывая адрес этих моделей, готовят ремейк для них. И на этом у меня все. Наверняка в обновлении еще осталось что-то из утечек, поэтому я пойду дальше анализировать файлы. Ну а вам всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!